Всем привет! Всем огромный-огромный привет! Приходите на эфирчик, забегайте! Всем привет! Всех с субботой! Сегодня у нас подсказки. Напишите слово подсказка или подсказки. Я вам дам подсказки. Подумайте о своем вопросе, на что вы хотите подсказку. На неделю, на какой-то вопрос. Свечку я зажгла, свечка будет гореть у нас здесь. Хочу еще одну тут зажечь. У меня тут две. Вот, у меня будет две. Хочу две. Пока карты буду доставать. Подписывайтесь, кто не подписан еще, тогда эфирчики не пропустите. Эфирчики по субботам. У меня тут, как всегда, много всего на столе лежит интересного. Аннет, добрый вечер. Подсказки на всех колодах, хорошо. Сейчас я достану каждая колода в своем мешочке. Сейчас. Надеюсь, все завтра отдыхают. Наконец-то дождались. Такая неделя была долгая. 6 дней рабочих. Так, надо, наверное, сзади эту штуку. Вот так можно сделать. Не моргала, чтобы. Так, подсказка для Анны. Подсказка для Анны. Подсказка. Время сделать передышку и набраться сил. Такая первая подсказка. Так, сейчас. Следующая для Анны подсказка. Сделайте паузу, отдохните. Это самое правильное решение в данной ситуации. В общем, карты вас отправляют отдыхать. Подсказка Вселенной, спроси свою Вселенную, карты говорят, отдохните. Следующее. Так, для Аннет подсказка. Рискуйте, впереди счастливые перемены. Ну вот, пока будете отдыхать, все обдумайте, а потом начинайте рисковать. Уже заговариваюсь. Тороплюсь сказать мысль. Девочка с шариком. Подсказка для Аннет. Прости обиды. Никаких сожалений, стыда или чувства вины. Прости обиды, пусть все это побыстрее уйдет из твоей жизни. Кстати, сейчас Луна убывает, и вы можете просить все, что вы хотите, чтобы от вас ушло. Пусть уходят все неприятности, да, все какие-то негативные люди там, или обстоятельства, или события какие-то, пусть они все уходят, плохое. Ну, как бы, килограммы лишние там, не знаю, тоже можете попросить, чтобы уходили. Но для этого надо что-то делать. Нужно расслабиться, да. Две первые колоды сразу сказали отдохнуть, обалдеть. Как сговорились. Так, для Аннет послание из будущего. Этот человек не враг тебе, дай ему возможность доказать это. Есть кто-то, кто вам не враг, Кто-то хороший. Людмила, здравствуйте. Подписывайтесь, Людмила. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Если вам нужны подсказки, пишите как Аннет, или подсказки на всех колодах, или просто подсказка. Отправьте ссылку сейчас. Вопросы у нас за донатики. Один вопрос там 200 рублей стоит. Так что можете пройти и задать вопрос. Или подсказку попросить. Так что так. Кому еще так? Смотрите, пока нету подсказок, я сейчас тогда буду делать общий расклад. Когда подсказок нет, подсказка, хорошо.
Для Людмилы. Вот подсказка вот на такой колоде у нас. Если одна подсказка. Подсказка для Людмилы. Подумайте просто на данный момент, на неделю или на какой-то ваш вопрос. Для Людмилы. Подсказка. Поверьте в свои силы. Хорошая подсказка. Поверьте в свои силы. Действуйте. То, что вы хотите, оно достижимо. Верьте в себя, верьте в свои силы. Все получится. Так что все супер. И вам тоже, Людмила, спасибо, что на эфирчик зашли. Так, давайте теперь будем смотреть 10 посланий вот на такой колоде. 10 посланий, это общий раскладик. Когда нету подсказок, мы смотрим общий расклад, да? У нас будет 10 посланий. Ой, что-то у меня не туда нажалось. 10 посланий из будущего. Вы можете загадать любую цифру от единички до десяточки. Можете несколько загадать цифр, можете одну. Послание из будущего на данный момент. Вот какое вам послание нужно именно сейчас? Кто загадал единичку? Смотрим. Послание из будущего. Перестань бороться за признание людей, которые никогда не интересовались твоей жизнью. Верь в себя. Видите? Не делайте, как кто-то вам скажет, не доказывайте никому ничего. Просто верьте в себя, верьте в свои силы. Делайте так, как хотите сами. Двоечки, двоечки, прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Интуиция вам подсказывает, как нужно действовать. Вы чувствуете это, как нужно. Троечки. Троечки. Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. Троечки. Это для чего-то нужно, то, что сейчас происходит. Зарина, добрый вечер. Можно послание, да. Сейчас мы посмотрим 10 посланий из будущего. Уже 3 было, сейчас 4. Сейчас посмотрим, потом вам вытащу. 4. Четверочки. Ты себя недооцениваешь. Прекрати искать причины, по которым ты недостаточно хорош. С тобой все в порядке. Четверочки. Так, пятерки. Пятерки. Все в жизни можно изменить. Если ты ничего не делаешь, чтобы изменить то, что не нравится, то ничего и не изменится. Просто сделай первый шаг. Меняйте, все можно изменить. Это очень супер классно, когда можно изменить. Шестерки. Ты забыл что-то важное. Ты еще успеешь все исправить. Вспоминайте скорее. Я, кстати, сегодня будильник не поставила, но все равно не опоздала. Так что смотрите, может, вы забыли на завтра будильник поставить. Так, семерки. Семерки. Отношения – это тоже работа. Не пускай все на самотек, обрати внимание на ваши отношения. Семерки. Это могут быть отношения как с партнером, то, что нужно работать над отношениями, нужно ценить, беречь, так и дружеские, и с коллегами тоже там отношения вообще с людьми. 8. Восьмерки. Перестань искать себя, создай. Расслабься и представь идеальный образ себя, детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь. Чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом? Начни создавать себя прямо сейчас. Добрый вечер, Оксана, добрый вечер. Мы сейчас смотрим 10 подсказок из будущего. Ой, подсказок. 10 посланий из будущего. У нас уже 10. Отправила давно, сейчас посмотрю. Так, девятки. Сейчас общий раскладик. Девятки. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Девятки. Что-то вы там упускаете. Десятки. Десятки. Не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Хвалите себя, десяточки. Вы молодец. Скажите, я молодец. Я это сделала. Я не стала есть на ночь торт. Я съела его утром. Так. Для Зарины послание. Сейчас посмотрим. И Донат для Зарины. Для Зарины послание. Нужно немного подождать. Ни о чем не беспокойся. Всему свое время.
Сейчас посмотрим донатики. Ой, сейчас так где, куда. Анетта, Зарина, да. Первая Анет, потом Зарина. Гульшат, добрый вечер. Можно послание, можно. Сейчас я девочкам отвечаю. Так, Анет, сейчас посмотрим. Сначала Анет. Какие мысли о вас? Какие у него мысли о вас? Он, наверное, у вас миллионы заработает. Он молодец. Какие у него мысли о вас? Сегодня. Какие мысли? Он очень хочет принять очень важное решение. У него прямо в голове очень важное решение. Честно, справедливо что-то хочет сделать. Ну так он это и делает. Что он хочет? Он хочет избавиться от безденежья, от того, что не хватает денег. Он хочет разрушить этот замкнутый круг, когда не хватает, когда надо копить, когда не знаешь, как заработать. Вот это вот, он хочет этот круг разорвать. То есть вот. Да, и он старается очень много. У него, я не знаю, почему пока, причем вы тут тоже связаны, потому что мне показывают так, что он действует, у него какая-то новая идея, кстати, будет, какое-то новое предложение. И он будет закрывать все чувства, вот эти переживания свои, свое сердце будет закрывать, чтобы не сильно переживать немножко, будет вот на новое дело отвлекаться. Да, хотя он знает, что вы-то его ждете, вы одна, вам его не хватает, что вы его отругаете, если он вот там, да, если он не приедет. Он приедет. Он приедет, и тут у вас и брак вас ожидает, распишетесь, и он вам по судьбе тут выпадает, и дорога у него к вам выпадает, вот она. Он приедет, прискачет, но здесь что-то с работой еще у него. Очень много эмоций на работе. Он хочет, может, какой-то проект закончить и что-то начать. Он хочет то ли этап какой-то. Он хочет по-другому жить. Хочет закончить всю эту неизвестность и хочет наконец-то начать жить счастливо с вами. Новый этап начать хочет по миру, закончить что-то старое, начать новое хочет с вами новое. А закончить вот это все непонятное, бессмысленное, что-то вот, когда ничего не понятно. В плане денег хочет разорвать вот это вот, когда не хватает. Это как будто, может, кармическое, может, что-то такое из других же воплощений. Он хочет это разорвать, чтобы не было ни для его семьи, ни для его будущих детей, и чтобы они не нуждались в деньгах. Тут как-то вот финансово очень заботиться об этом не хочет. Да, ругать не будете, но расстроится. Он знает, что вы расстроитесь, он вас знает, он вас чувствует очень хорошо. Он хотел бы с вами просто семью, детей, дом, вот, чтобы вот жизнь полная чаша, чтобы вы не ограничивали. Вот. Поэтому это все на нем, он берет на себя ответственность и хочет, чтобы вы могли радоваться, могли наслаждаться. То есть он финансовую стабильность должен принести, а он еще не достиг этого потолка, которого он бы хотел. Он бы хотел больше заработать, он тихонько идет к нему, но стабильно. Вот. Да. Стабильно, говорит, ради своей девочки, чтобы моя девочка жила спокойно и счастливо, чтобы у нее как бы на долгое время вообще никто ей нервы не трепал, она была спокойна. Спокойная, гармоничная жизнь, тишина и покой, без всяких там катаклизмов. Да. Да, он хочет обеспечить вас спокойной жизнью семейной, когда все хорошо, когда уют и комфорт, когда есть свой дом, когда у вас есть что покушать, что у вас тепло, крыша над головой. Вот хочет уюта вот этого вам дать, чтобы вы вообще не переживали. Сейчас вроде все в порядке, хочет больше, поэтому работает и работает. А это, знаете,
Это когда человек познал, вот кто вот, когда нету денег, и когда тебе тяжело, он хочет еще больше зарабатывать. Он готов работать, он хочет больше зарабатывать, потому что он помнит то ощущение, когда нету денег. Он помнит вот эту безысходность, вот это вот, не знаю, это ужасно, это тяжело, ужасно, и он не хочет, он бы хотел, чтобы наверняка лучше, наперед, но чтобы он был спокоен. Он знает, что это такое, поэтому он и переживает за это. Когда нету денег, он знает, как это тяжело. Да, так долго на расстоянии, да, знает, что вы сердитесь. Да, он хочет вырваться и приехать к вам. Видите, он хочет вырваться. Он очень, вот он хотел бы все препятствия смести, вот это все на своем пути и прийти к вам. Видите, он там воинственный, он там воюет, а к вам он бы хотел прийти с кубком, с любовью, с нежностью, с заботой, с вниманием, с чувствами своими, рассказать, что он чувствует, что он хочет, как он скучает. Скучает очень много. Он там он воюет, он прям там как на войне, он просто воинственный. Но он хочет, чтобы это поскорее закончилось. Видите, тут по десятке мечей, он хочет, чтобы это все закончилось, и он смог приехать. Он уже давно хочет приехать. Это не то, что он планирует там, или там через недельку. Он давно хочет. Он еще вчера бы уже приехал или неделю назад. Так он хочет очень сильно приехать. Укрепляет отношения. В горе, в радости получается мы. Да, он никого не представляет, он только вас, вы его семья, поэтому он старается. Только вы его семья, да. Вот он. Смотрите, 2 карты вытащила подряд. Он какой грозный, воинственный, типа, да, мое, я думаю, я главный, и я все решу. А вы такая хозяюшка, что-нибудь вкусненькое приготовить, там вас работа встретить, по хозяйству что-то сделать, там за детьми присмотреть такой. А он такой, я все могу, что надо там, буйвола, там мамонта, сейчас все будет, все принесу, он такой вот ответственный он. Если какая-то проблема, он сразу вам решение, как это все решить, что можно сделать, у него в голове будет сразу такое вот, что как это решить, как вам помочь, что, ну, если какой-то вопрос, надо его решить. Вот. Мысли-то у него сегодня скажет мне. Так, мои мысли, говорит, останутся при мне. Он говорит, так, вот, у него мысли, все-таки я про вас хочу спросить. У него мысли такие, что он вас хочет держать при себе. Он вас очень потому что ревнует. Видите? Он вас считает своей женщиной. И очень хотел бы приехать. Опять здесь поездка, что он приедет. Очень хотел бы предложить вам стабильные, серьезные отношения. Ну, ваш статус может поменяться. Сделает ли он вам предложение. Вы можете поменять статус, а вот по предложению... Карта по предложению, она уже выпала. Видите, но он может вам сделать предложение. Но так, как вы хотите. Ой, даже быстрее, чем вы планируете, да. Предложение может поступить. В течение месяца или 2, да? Так, это тут уже, эти карты уже выпали. Ну-ка, я сейчас на другой колоде. Тяжко ему, тяжко. Как-то он это сделает по-другому, как будто как-то по-иному. Видите, у него тут ограничения, он весь в ограничениях. Да, деньги, работа, семья, все для семьи, деньги. Он говорит, я лучше подожду, чтобы были деньги, чтобы удача повернулась лицом, чтобы не было такого вот, что что-то не получается. Лучше, говорит, доделаю все как надо, а потом приеду. Ну, вы, конечно, как он думает, закрываетесь от него, недовольны, но он все равно приедет, конечно.
Он как будто вам по судьбе, он вам и предложение может сделать. Но жить вместе-то точно. И предложение может сделать, да. Но я не пойму, в течение месяца или попозже. Блин, как будто может, ну, в течение 2. Предложение в любом случае будет. Вот только сроки, вот не знаю, нет, это они плавающие. Он может даже несколько раз вам будет делать предложение, кстати. Вот. Первый раз что-то пойдет не так, да, так, он потом во второй раз делает как надо. Как ты хочешь. Да нет, предложение это будет, просто сроки непонятные. В течение 2 месяцев точно, месяц-два, да. А он об этом думает еще, но плана еще конкретного нету. Да, потому что он под ваше настроение. Да, когда вы смилостивитесь, то есть когда вы немножко мягче станете. Он думает. По вечерам очень много думает о вас. Очень много работы у него. Без кольца, потом более официально. Может быть, что-то такое вот. Как будто 2 раза. Сейчас подсказка на ваш вопрос. Используйте свое обаяние. Ну, вы знаете, как использовать свое обаяние. Вы уже его обаяли. Он только о вас и думает. Он вас никуда не отпустит, не переживайте. Он уже все решил. Вот. И вам спасибо. Спасибо за вопросики. Ну давайте, идите, переписывайтесь. Спасибо, Анна, за ваш вопрос. Так, Зарина, давайте Зарину посмотрим, что на пороге. Чего не давайте с хорошего. Так, для Зарины. С хорошего. На пороге, что у Зарины на пороге? Какая-то работа по душе, хобби по душе? Что-то, или интуиция раскроется, или вы найдете дело по душе, как будто вы начнете заниматься или поймете, что вам нужно, или начнете заниматься чем-то, что вам будет нравиться. Вот именно вот нравится. Как вы это поймете, говорит, нужно подождать. Но все-таки как вы это поймете, что это ваше? Как будто колесо фортуны, то ли вы куда-то. Ничего себе, стоит немного подождать, и в вашу жизнь ворвется человек, мужчина, в котором у вас влюбленность, может быть, любовь, тут полное взаимопонимание. Это любовь или работа? Так, это что такое? Мужчина. Ой, мужчина с какими-то мыслями. Зачем он вам? Тут не показывают. Не знаю, что за мужчина, короче. Здесь как будто закончится этап, когда вы разочаровываетесь, когда это вам разбивает сердце и делают больно, да? И начинается какой-то новый этап. Но какой этап новый, не показывают. Или у вас интуиция какая-то откроется, да? Или вы захотите заниматься чем-то таким, как вот тарологи, там, астрологи, нумерологи, чем-то таким, может, захотите заниматься. Или просто мне говорят... Подожди, остановись, она сама должна к этому пойти. То есть, закрыто, может быть, вам не нужно этого знать. Но вы чем-то начнете заниматься, что, смотрите, принесет вам денежку. Да, Зарина, это вам.
Как будто вы научитесь зарабатывать по-другому. То есть вот как было тяжело, уже не будет. Какая-то стабильность придет в заработке, в деньгах. Вы тут что-то поймете, какая-то информация. Информация. Как я думаю, какая информация? К вам едет какой-то мужчина, к вам какой-то мужчина. Вот вы встречаетесь с каким-то мужчиной. А что с ним? Мне не показывают. Какой-то мужчина изменит вашу жизнь, и вы даже можете переехать, смотрите. Переехать далеко. Не там, где вы сейчас живете. И как будто все ваши сомнения, страхи, они исчезнут. Да, тут у вас какая-то дорога. Вы куда-то поедете, движение начнется вперед. Есть тут один, что с ним, думаю, что смотреть, какой вопрос. Или тот, или этот. Что с тем, который у вас есть? Ну, с этим мужчиной вы можете думать, что у вас все может сложиться. Но только здесь нужно будет... Ну, тут тот мужчина, который у вас сейчас есть, здесь все зависит от вас. Потому что он как-то не потянет отношения с вами, потому что вы главное тут. Вы более мудрая, более активная. Вы более энергичная, чем он более спокойный. Он как будто на картах вообще показывает, что он моложе, или может быть просто вы более опытная, более такая, которая знает, что и как надо делать, а он еще может быть или неопытен в отношениях, или вспыльчивый, да, такой вот у него есть нестабильность какая-то, как будто еще неопытный, а вы уже больше ранга, выше. И он вам дам для того, чтобы вы набили еще шишек, какой-то опыт вас научит, это общение с ним чему-то. Научитесь, какой-то опыт он вам принесет. Он не для тот, кто у вас сейчас есть, это не для стабильных отношений мужчина. Это мужчина для романтики, для флирта. Чему-то он вас может научить такому, хорошему или плохому. Не хорошему, не плохому, а зависимости. Вы с ним прорабатываете какие-то зависимости. Да, вы с ним можете проработать зависимости и закрыть эту тему. Он вам на время дан. У вас тут другой мужчина выходит для семьи. Прям сразу 3 карты вышло. Мужчина, который для семьи, с которым у вас могут быть дети. Или просто с которым вам будет очень классно и хорошо. Он будет более стабильный, а вы сможете тут расслабиться. Просто расслабиться сможете, отдать ему все полномочия, пусть он все решает, вам не нужно думать, где достать денег, куда чего там, он будет все решать. Здесь может какой-то человек из прошлого по новой зайти. Заново. Оксана отправила донатик. Хорошо, я посмотрю. А с ним что с прошлого? А с ним вы будете решать, надо вам это или нет. Блин, тут какие-то люди у вас. Нет, из прошлого тоже для... Просто для чувств, для отработки чувств. Нет, не показывают, закрыто. Блин, новые не показывают, Новый стабильный, который возьмет всю ответственность за вас и в общем, все, что вы там не натворите. Там, да, ой, дорогой, я там машину поцарапала. Нормально, все нормально, иди отдыхай. Все сделаю, нормально, он все будет, но не показывают мне его, не показывают. Пока закрыта информация, закрыта просто.
Что вам нужно сделать, чтобы как можно быстрее его встретить? Вам нужно заниматься, знаете, вам нужно стать сильнее, во-первых, и вам нужно не зависеть ни от кого, заниматься тем, чем вы хотите, то, что приносит вам удовольствие, не насиловать себя на работе. Если вам не нравится, то не нравится. То лучше искать там, где нравится, искать другую работу. То есть вам нужно заниматься на работе такой работой, которую вы готовы делать и после работы, и вне работы, ну, подработки имеется в виду, естественно, что вам платили. Вот. То есть вы тут должны добиться каких-то своих успехов, стать сильнее. Но тут подход-то к людям, вы знаете, как к людям, как с кем разговаривать, да это нормально все. Но здесь как-то нужно найти свой внутренний стержень, чем-то вот заниматься таким. Если работа, то в удовольствие. Если что-то делать, то как бы с любовью, с радостью, с удовольствием. Да. На работе, смотрите, ограничивайте свое пространство от людей, те, которые негативные, негативщики, которые там мешают вам работать, портят вам настроение, ограничивайтесь от плохих людей, которые хотят командовать и говорят, что вам делать. В общем, не общайтесь. В ваше пространство могут ходить только те люди, кто хорошо к вам относится. Здесь как будто у вас очень большой опыт. Вы уже много всего знаете, умеете сами зарабатывать, вот насчет денег, быть независимой. Но вы считаете, что это нечестно, потому что вы все одна и одна. Это несправедливо. Должен быть кто-то рядом. И такой шанс будет, да. Вам какое-то решение вы должны принять. Вы должны быть уверены просто, что такой человек появится в вашей жизни. Не сомневаться, что человек появится, он придет, он придет. София, Татьяна. Вопросики у нас через донатики. Если что, заходите на ссылку. Блин, я сейчас ссылку закреплю. Что ж я забываю-то? Почему-то не показывает у Зарины, мне вот мужчину этого, но он будет стабильный, классный будет, классный вообще. Молодец, настоящий мужчина. Ну вот как вот познакомитесь и как его не показывает. Как будто вы через что-то должны еще пройти. Ни от кого не зависеть. Вы занимаетесь своим делом. Даже если вы встретитесь, вы будете заниматься этим делом, а он просто будет рядом, вы не будете его бросать, что-то такое. Он придет тогда, когда вот вы обретете внутреннюю силу какую-то свое дело. Когда вы сделаете выбор. У вас какой-то выбор, 2 карты выбора. Может быть, вы уже много-много думали о чем-то и не решались делать выбор, не делать. Может быть, много думали, но не делали. И вот вам нужно принять решение, сделать какой-то выбор. Или куда-то пойти учиться, или откуда-то уйти, или переехать, или что-то, видите, поменять. Вот у вас тут свой путь еще надо пройти. Когда он придет, когда он придет. Когда вы разрушаете все свои страхи, вы здесь внутреннюю силу обретаете. Он придет, вот смотрите, когда вот вы вот эти ваши сомнения, возможно, кстати, с Луной как-то связано, все свои сомнения развеете и все, и начнете жить в удовольствии. Это может быть как месяц быть, как месяц, так и до 8 месяцев.
Тут как перед тем, как он придет, тут еще какие-то у вас проверки будут. От каких-то зависимостей вы научитесь избавляться и у вас вы должны научиться внутренняя какая-то стабильность, равновесие, гармония. То есть, что бы ни происходило вокруг, какие бы катаклизмы ни происходили, вы занимаетесь своим делом. Вас это, не цепляет. Например, как пример скажу, например, вы учите язык, да, и вы там стараетесь на работе во время обеда там что-то почитать, да, что-то пописать, может послушать. А на работе дофига людей, которые шумят, разговаривают по телефону, а ты еще сидишь, им что-то от тебя надо, короче, все тебя нервируют. Или вообще просто там музыку включают во время обеда, и ты слышишь эту музыку, ты не можешь сосредоточиться. Вот вам надо научиться, что бы ни происходило вокруг, сосредотачиваться на своем, чтобы это вас не могло вывести. То есть внутренняя сила ваша. Вы должны четко следовать своей цели. Чтобы никто, это будет такое вас, чтобы никто вас не мог вывести из себя. Расшатать вот это внутреннее спокойствие. Вот это такое будет, смотрите, по дьяволу. Как бы все вокруг там, не знаю, кирпичи летят, а вы такая спокойно чай пьете, типа, у меня тут обед, вы там как хотите, у меня обед, да, как бы вот. И потом вот он приходит, прямо 3 карты тоже подряд, он приходит и меняет вашу жизнь. Он приходит, в любовь влюбляется, и ваша жизнь меняется, так как раньше не будет с ним вообще нет. Потому что он все, в общем, возьмет на себя. Ой, тут у вас и сразу и распишитесь. Да, кстати, и возможно вы уйдете с работы, и ваша работа закончится. После того, как вы распишетесь, вы будете заниматься семьей, романтикой, любовью, как-то тут так. От месяца до 8 месяцев. Что-то или с Луной связано, полнолуние, новолуние, вечером может быть. 7 месяцев, до 8 месяцев, 6, 7. 6, 7, 5, тут всяко разное. Такое вот. Не говорят точно, потому что это зависит от того, как вы проработаете вот эти свои, когда вы решение примете, или вы будете ждать, думать, или вы начнете действовать. Бывает же, мы хотим сменить работу и долго ждем. Бывает, мы уже начинаем действовать. И закручивается вот это вот вокруг. События начинают происходить. Да, быстро начнет меняться. Зарабатывать будет законный ваш супруг. Зарабатывать будет мужчина. Он вам может сказать, что, дорогая, бросай свою нервную работу, нефиг тебе там, занимайся домом, семьей, чтобы у нас все было. Встречай меня с работы. Мужчина будет зарабатывать, мужчина. Я вот говорю, после того, как вы распишетесь, вы уйдете, скорее всего, с работы, вы едете к нему. Он будет зарабатывать. Он самодостаточный, он все это сможет, для него это не тяжело. Он это знает, умеет, и как бы все нормально с этим. Куда-то поедете, может, вечером это может быть. Нет. Сколько вопросов? У меня тут... Нет, не на работе точно. Но мимо вы не пройдете. Не на работе нет. Мне кажется, на работе невозможно познакомиться. Как будто вы на расстоянии, сейчас он далеко. Но он вам по судьбе, и вы о таком мечтали. И вы мимо не пройдете. Не будет такого, как в кино прошли они мимо. Нет, это как бы по-честному, вы его заработали, а он вас как бы что заслужили, то и получили. Тут уже вы от него никуда не денетесь. Не пройдет мимо, и вы. Мне кажется, Зарина, это для вас. Оставьте новые дела на потом. Подсказка. Мне кажется, на работе там, не знаю. Нет, он будет с неожиданной какой-то стороны, не по работе что-то.
Вот, спасибо, Зарина, за ваш вопрос. Пусть он поскорее к вам придет, этот ваш мужчина. Самый хороший такой, да? Именно для вас. Так, я дальше смотрю, у нас Оксана. Благодарю вас тоже. Так, у нас Оксана дальше. Так, кто пишет вопросы в чате, у нас вопросы за донатики, подсказки могу дать. Подсказка, если напишите подсказка, тогда я вам дам подсказку, вы в голове просто прокрутите свой вопрос, и вам будет подсказка, вы просто переложите. Так, все, давайте. Сейчас посмотрим, Оксана. Так. Почему он делится своими проблемами, да, вот он с вами? Потому что он хочет, чтобы вы ему чего-то научили. Может быть, он что-то делает не так. Может быть, вы что-то ему посоветуете, научите. Он думает, что, может быть, вы уже мудры в этих вопросах, может быть, у вас был такой опыт. Поэтому он вот вам задает этот вопрос, рассказывает вам, может быть, вы что-то посоветуете. Потому что, когда мужчины общаются, они общаются по-другому, не так, как женщины. Женщины общаются, чтобы просто рассказать, и станет легче, ничего не надо решать. Бывает такое. А женщины, а мужчины, если... Я про женщин же говорила, сейчас мужчины. Мужчины, если общаются, они сразу, ага, есть проблема, надо решить. У них нет такого, что поговорил, выговорился и хорошо, нет. Поэтому он с вами, когда говорит, он хочет от вас получить совета, что вы ему научили, как лучше. И, кстати, многие мужчины, они знают, что у женщины очень хорошо развита интуиция. Вы даже если не сильно-то разбираетесь в вопросе, хотя он вам все расскажет, да, но вы в этот момент можете прочувствовать интуитивно и дать правильный ответ. Поэтому он вот вам и рассказывает вот эти все свои дела. Вот. Что ему от вас нужно? Ну, вы свободная, завидная, и он хочет от вас совета, видите, поговорить, решение, совета. А еще... Еще он, может быть, что-то не договаривает, потому что он тут что-то не решил вам сказать, может быть, полностью что-то. Вот, что-то говорит, что-то не говорит, что-то рассказывает, что-то не рассказывает, что-то умалчивает. Может рассказать все в тех красках, которые выгодны ему. Хочу, чтобы удача была на его стороне. Ему надоело затишье, когда ничего не происходит. Ну, надоело ему одно и то же каждый день. Утром проснулся, работа, дом. Надоело. Вот эта вот рутина, вот ему кажется. И он хочет все поменять. Но не знает как. У него вообще ни одной мысли в голове, как это сделать. Он вообще что-то он не знает. У него очень много страхов, сомнений. Он как будто одиночка. Он больше свое сердце не хочет разбивать. Ему делали больно, да? И он очень боится, сомневается, он хочет быть один, никого не подпускать к себе, потому что ему же сделают больно. Зачем тогда он с вами общается, я все хочу спросить. Ну, потому что, когда вы заходили в его пространство, вот когда вы вот общались раньше и сейчас, то вы приносите ему только положительные эмоции. Вы не делаете ему больно, ему с вами комфортно. Он может с вами открыто поговорить. А как будто от вас он не ждет никакого зла, подвоха. Сам он может что-то там не договаривать, да, схитрить, типа там я такой герой, там что-то не сказать.
А вот от вас он вообще не ждет, что что-то может быть. Нет, вы как такой друг, которому можно все доверить, все рассказать, вот так вот. Если какие-то чувства у него к вам. У него нету тут таких чувств любовных, у него чисто только рабочие моменты, коллеги по работе, двигаться вместе по служебной лестнице, там, может, какие-то совместные командировки, выезды на природу вместе, коллективно, там какие-то праздники отмечать. То есть как будто коллективная совместная работа, чисто по работе здесь. Движение. Нет. Тут как-то даже нету того, что он хотел бы отношений с вами. Видите, он как отшельник, он боится к себе подпускать, если насчет чувств. А вот дружеские, если по-дружески, да, по-дружески он может даже флиртовать с вами, он может поговорить с вами о том, о сём, сделать комплимент. По-дружески он вас как-то может подпустить, а вот почему-то не хочет. Ну, раньше была, и у него чувства классные остались. То, что раньше романтика была. Он бы хотел бы возобновить, кстати. Но он не сейчас. Видите, он хотел бы возобновить то, что было раньше. Но не сейчас. А что он ждет? Что он ждет? Типа, когда вы сами скажете, он ждет от вас, боится, что вы ему откажете, он ждет от вас предложение, типа, я буду с ней общаться, она скажет, давай там вместе куда-то что-то, да? Начнем все с нуля, начнем все заново. Вот когда вы ему предложите, давай начнем вместе, он может больше писать, больше будете куда-то выходить, в кафешки, в киношки, куда-то гулять. Как-то стабильно начнете встречаться, если вы захотите, вы. Может ли он что-то вам дать? Какие между вами могут быть отношения? Ой, какие между вами могут быть отношения? Смотрите, между вами могут быть отношения, но каждый при своей энергии останется. Он не даст вам то, что вам нужно, видите, потому что у вас есть какие-то свои, вот именно конкретика вам нужна, это точно. Такой женщине с мечом точно конкретика нужна. Вы знаете, чего вы хотите. У вас есть свои запросы, вы знаете, как вам надо, как должно быть, как ваша жизнь бы сложилась хорошо. Но он вам этого дать не может. Он будет как-то вот уходить от этого. Да, он в свою выгоду будет просто ходить от ответа. Эти отношения, которые с ним, они могут, вы еще можете их возобновить, но здесь будет на время. Не навсегда, а на какое-то время вы можете вместе встречаться. Здесь по дьяволу просто. Он там независимый, вы независимая, да, отдельно. Потом вот у вас могут быть романтические встречи, тут и может быть и интим, и страсть. Такая, что как бы вот зависимость будет, зависимость. Потом вы не сможете, вам будет тяжело разбежаться. Ну, просто привыкните уже вместе время проводить. Чем дальше, тем затянет. Да, будет очень-очень сложно. Вот если не вовремя не остановиться, то тут уже будете зависимы. Там уже полгода как минимум. Да. И даже кому-то придется уйти с работы. Вот. Не показывает кому. Показывает, что в семье. Даже если хочешь за семью, детей, то это не получится почему-то. Вот нет. С ним нет такой конкретики. Да, вот именно что конкретики почему-то с ним нет. Нет такого. Он бы сам себе честно сказал, чего он хочет. Даже не вам, себе бы хотя бы.
Хотя вы можете жить вместе какое-то время, кстати. Ну, это временно, да, временно, как-то вот кусочек счастья, чуть-чуть, немножко. Потом, знаете, еще трудно может быть, почему разойтись. У вас может появиться ребенок, и потом уже тем более уже будет тяжело. Уже такая зависимость будет, уже не сексуального характера, например, не интимного, не то, что привыкли вместе, да, а уже как бы уже нельзя, как бы, а что делать, уже маленький. То есть дальше сложнее. Чем дальше, тем всегда сложнее. Так, для Оксаны подсказка. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Вы можете рискнуть, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Какие-то у вас есть идеи, рискните, начните. Да, вам нужно расширить свои границы. И посмотрите, у вас есть какие-то предложения, которые нужно рассмотреть. Но они не все правдивые, какие-то с обманом. Поэтому очень посмотрите внимательно. Да, но какой-то шанс вам мир предложит, чтобы изменить что-то вот. Все. Спасибо, Оксана. Понаблюдайте просто, я бы так сказала. Просто понаблюдайте, что ему надо. Пусть скажет, что надо. Чего ты хочешь, дорогой? Отправить-то мы в сад успеем. Ну или если уж нет, то нет. Так, я смотрю чатик. Кому нужны подсказки, пишите подсказка, да, ну подсказка будет вот на этой колоде. Подсказки бесплатные, вопросики за донатики. Так, сейчас посмотрю. Если кого-то пропустил по подсказкам, напишите, пожалуйста. Екатерина тут писала. Екатерина, вопросики за донаты. Подсказку могу дать, напишите подсказка. Будет подсказка. Софья Кондра то же самое. Вопросы за донатики. Даша, здравствуйте. Кому нужны подсказки, пишите подсказка. Послание из будущего было чуть раньше. Общий расклад. Теперь давайте сделаем общий расклад, какая будет, ну, не какая будет неделя, а что нужно делать и что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Нос зачесался. Кто во время эфира всегда пьет? А у меня нос чешется. Так, общий расклад. Что делать? Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Будет 3 позиции. Благодарю, Оксана. Так, смотрим. 3 варианта будет. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошей. Нос чешется. Так, первый вариант. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Ну, что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно активно рушить нафиг все вокруг. Принимать решения нужно, брать ответственность, нужно не тянуть, прям принимайте решения. Хотите вот от этого избавиться, да? Выкиньте нафиг из дома этот мусор, например. Хотите это сделать, сделайте. Хотите выяснить отношения с кем-то, поговорите. То есть здесь активные действия вам нужны. Активные такие, чуть ли не агрессивные, прям такие, энергии такие, что вы все сможете. Давай, вперед, делай. Принял решение и следуй ему. Тут как бы еще, знаете, мысленно подумайте, чего вы хотите, как вы хотите. Идея какая-то может прийти вам, кстати. Запишите. Идеи, как двигаться, что делать. Решение какое-то принимайте, решение. Что не делать, что не делать. Не нужно, видите, пассивно эту неделю проводить. Типа, я ничего не хочу, я отдохну, никакого никакого решения. Я посплю, ни с кем общаться не буду, никуда не пойду, мне все лень, готовить не буду, закажу. Ну, как бы так. То есть пассивно, не нужно вести себя пассивно эту неделю. Вообще не нужно отдыхать, а нужно почему-то вот активно что-то делать, что-то надо делать, движуха какая-то, принимайте решения, берите ответственность за свою жизнь.
делайте, действуйте, такое вот прям, такое у вас. Обрубайте все вот эти связи негативные, примите уже решение, что вас не дергали, то вы не восстанавливались после негативных людей, там, не лежали плашмя. Нет, и все, я не хочу с тобой разговаривать, и, там, выясните отношения. Так, почему ты мне не звонишь? У тебя другая, что такое? Почему? Что такое непонятное у нас отношения? У нас нету никаких отношений. То есть, ну что-то такое, надо выяснить, все нужно выяснить, расставить точки над «и», вот такое вот, активное что-то, такую позицию активно занимать, теперь двоечки. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Ну, елки, вы что, работать будете? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь прям нужно вкалывать и работать, очень много работать, брать подработки. Если можно выйти на работе, то работать. Здесь как будто вам нужен заработок, и будет работа, вы будете работать. Что здесь нужно делать? Работать. Становиться классным специалистом, изучать все, что по работе. Прям до тонкости, там вот все бумажки, откуда, что, куда прикладывать это все. Чтобы на работе был полный порядок, много работать, усердно. Как-то вот так, я не знаю почему, работать. Что не нужно делать? Не нужно отдыхать. Здесь как так, я не знаю почему. Почему-то здесь нужно работать, и не нужно отдыхать. Не нужно отдыхать, не нужно все пускать на самотек, не нужно наблюдать. Вот. Пока что не время для отдыха. Не нужно думать, что все само решится. Здесь какие-то хобби, да, какие-то дела личные, семейные, ну как-то тут оставляете на потом и занимаетесь только работой, как будто у вас сплошная работа. Как бы на дом времени будет хватать, уют создавать, что-то там готовить, плюшки какие-то. Лучше буду работать и закажу поесть. И так вот. Потому что как будто много работы будет. Или ну как бы нужно работать. Троечки, давайте, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Может быть, будет возможность заработка, потом будете работать. Вот, чтобы заработать. Что не нужно делать, да? Так, что нужно делать? Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Тут нужно проявлять гибкость. Видите, жонглируете сразу двумя ситуациями. И тут, и там я успею, и тут, и там, и с тем поговорю. Здесь нужно гибко общаться с людьми, в зависимости от их настроения, находить подход, вот так вот. Не говорите открыто своему собеседнику все про себя. Что-то не договаривайте, не спросила, не надо. Как бы, может, это и не следует это говорить. Подумайте, взвесьте, прежде чем что-то сказать. Здесь вот и обязательно принимайте решение. Вы, кстати, вот здесь вот вы не обязаны принимать какое-то одно решение. Вы можете принять решение, не, если два, например, выбора, или это. Нет, вот в этом случае вы можете и то, и другое оставить. Вот и тут хочу, и там хочу. С тем буду общаться, и с тем, да. И работа будет, и подработка, например. Как бы здесь два варианта вы можете оставить. Просто нужно проявлять гибкость, чтобы и там успевать. Что не нужно делать? Ну, здесь не нужно бояться надумывать себе, придумывать вот эти все. А что если? А если так? А что он обо мне подумает, да? А что будет? А что не будет? А если так? А как бы вот если бы вот... Ну, то есть не надо себе ничего придумать, выкиньте все мысли с головы просто. Выкиньте все мысли из головы. Не нужно вот эти вот страхи, сомнения, вообще не нужны. Это все надуманное. Все ваши страхи будут надуманные. То есть сама себе придумала, сама поверила, а этого ничего не случилось. Ну, как бы ладно, не случилось и хорошо. Ну, как вы нервы-то потреплете, что все равно, что как бы зачем об этом думаете. Добрый вечер, Вера. Платила вопрос, сейчас посмотрю. Спасибо, что пишете, что оплатили вопросик, а то у меня эта штучка почему-то перестала. Картинка, вы хотите, музыка. Все, вижу, Вера, ваш вопрос. Добрый вечер. Думал ли он сегодня о вас? Сейчас посмотрим.
Как будто вы оба думали. Вы сегодня вечером оба думали, вспоминали о том, как вы хорошо время проводили, как вы ладили, как вам было хорошо и весело, как вам было комфортно вместе, да, вот об этих хороших моментах, хороших в памяти, которые, да, вот вы это вспоминали, грустили, и вам этого не хватает, вот ему не хватает. Но и он, и вы думали, я просто пыталась выяснить, прям вычленить именно его или там вас, но показывает, что вы оба сегодня думали вот о том, что было, как было, о хороших моментах. Скучает. Чувства у него еще остались. У него еще остались чувства. Как это вы расстались? Что там такое произошло? Так. Потому что он несерьезно повел как-то, да? Уехал. Может быть, он уехал куда-то в прошлом. В общем, какая-то причина была, да? Ладно. Как будто вы не могли быть вместе. Так. Знаете, о чем он еще вспоминал? Он вспоминал о вас, да, он, кстати, в соцсетях, возможно, где-то наблюдает за вами сегодня тоже. Он вспоминает о том, какая вы грозная, какая вы серьезная, да, и он вот, не знаю, просто сейчас не хочет общаться, он как будто взял перерыв, но наблюдает за вами. Наблюдает через соцсети, он все-таки хочет знать, что у вас происходит. Ну, вы для него прям вообще хорошие чувства у него к вам. Такие чувства радости, стабильности, как бы гармонии, вы его наполняете. Почему же он несерьезно вел? Он какой-то мечтатель, он мечтает о чем-то. Ну, как будто о чем-то мечтает, но боится свои мечты осуществить. Как будто он ничего для этого не делает. Действий нету. Тут нужны действия. Постоянные, стабильные, усердные. Вот такая вот работа должна быть. Он быстренько что-то написал, наделал ошибок и скрылся в тишину. Да, не то, что скрылся. Блин, ну тут он, смотрите, что-то сделал, да, потом убежал, скрылся, и скрылся не то, что прям далеко куда-то уехал. Возможно ли между вами отношения? Но вы еще какое-то время будете одна. Видите, вы одна. Может быть, вы будете его ждать. Ну, не стоит ждать. Он ушел. Если вы ждете, смотрите, у вас получается, вот вы завидная невеста такая, да, при деньгах, свободная, самодостаточная, да. Если вы его начинаете ждать, вы теряете свой ресурс, возможно, деньги, то есть вы сливаете энергию этому мужчине, вот этому, который ушел. Не нужно ждать. Не нужно ждать. Продолжайте работать и наблюдать друг за другом и смотрите, чтобы никто никого просто не обманывал. Вот. Просто наблюдайте. Возможно, мужчина захочет начать новый этап в вашей жизни, когда вы сможете быть вместе. Может быть, он предложит вам это. Но вот ждать его пока что, да, вот видите, вы будете в новых ресурсах, да. Ждать не стоит. Возможно, он может вам предложить отношения, чтобы вас не потерять. Не то, что не потерять, чтобы вас не отпустить, не отпускать, а чтобы вы рядом были. Он вам может что-то предложить романтичное такое. Но это несерьезно. И вообще, даже если он вам что-то предложит, вы смотрите, что он вам будет предлагать, если будет предлагать. Потому что
Если он чего-то не договаривает, нет конкретики, ничего не ясно, да, то лучше не надо. Как бы скажите, иди и подумай еще раз. Как-то вас будет соблазнять какими-то такими предложениями, чтобы вы жили вместе, что-то такое, да? Но нет. Вы не согласитесь, вы будете продолжать просто работать вместе. Возможно, вам поступит, знаете, смотрите, если по работе вам поступит какое-то предложение поехать в командировку или поехать по каким-то делам, именно поездка по работе, если что-то такое будет, и вы будете думать, надо, не надо, ну как бы вот едьте, поездка по работе, если будет, там вы встретите мужчину для серьезных отношений. Вот тут будет, вот куда-то вам надо поехать. Тут не будет безразличной холодности, тут будет наполнение, тут не будет такого. То да, какой-то новый шанс, в общем, какой-то мужчина ворвется в вашу жизнь, какой-то другой мужчина. Вот. С этим просто аккуратно ведите себя на работе, чтобы никому не пришлось уходить, да. Какой-то другой будет. В общем, если по работе поездка или куда-то поехать надо будет мужчина хороший. Но он хоть для серьезных отношений, прям для семейных, прям для семьи, 10 пентаклей. И он, знаете, он вот, когда вот этот новый мужчина, когда он что-то вам скажет, да, что вы там классная, энергичная, сексуальная, там, да, вот такая классная, там, в работе много достигаешь или что-то еще, типа, я горжусь тем, что ты там многого добилась, а на самом деле он будет говорить вот так, да, как бы по-взрослому с вами, а на самом деле он будет чувствовать и видеть вас, вот эту девочку, которая вот, которую он рад видеть, вот он вот внутреннюю вас будет видеть, не только внешнюю, но и внутреннюю. Вот эту маленькую девочку, которая радуется там по каким-то мелочам, он знает, что, как ее порадовать, что ей надо, как-то вот так вот будет. Ну, не говорят пока, где, что и как тут у вас. Новые отношения будут. Как будто вы расстаетесь с каким-то мужчиной, который вас обманывает. Скорее всего, вот вы вот с этим мужчиной все уже расстаетесь. Смотрите, здесь какие карты. Этот мужчина ушел, и он вас в чем-то обманул, что-то вам не сказал, недорассказал, какая-то неясность была в нем. И вот у вас идет прям новая любовь, новый мужчина. Я просто не понимаю, когда, потому что она не говорит, когда. Потому что здесь как бы вы должны что-то сделать, закрыться от прошлых отношений, выйти из прошлых отношений прям полностью. Тогда только новый приходит. Поэтому тут нет сроков. Когда вот вы, знаете, когда вы думаете о своем бывшем, это значит, что вы не свободны еще. Новый мужчина не может прийти, потому что когда вы думаете, вы еще связь есть такая. То есть вы не свободны. В голове у вас должно быть вообще пофиг на бывшего, вы должны думать о своем будущем, о том, чего вы хотите, о своих там кайфулях каких-то, да, то, чего вы хотите. А что там с ним, вам должно все равно, даже если вы с кем-то увидите или что, вам все равно. Вот тогда вот вы от него как бы уже отвязались. Нет у вас зависимости, и тогда свободны вы будете. Подсказка. Не поддавайтесь соблазну, даже подсказка вам идет, смотрите. Даже если он что-то вам там будет предлагать, не поддавайтесь соблазну, это он по дьяволу будет, он вас как-то будет заманивать, что-то говорит, но конкретики не будет, поэтому как бы вот удовольствие сейчас, а что потом, да, как бы
И что делать? Как бы вкусно поели, а за счет кто будет платить? Как бы, ну не знаю, ну как пример, да, например. Что такое? Посмотрим, да, посмотрим. Сейчас я в чатик вернусь. А по-моему, я всем ответила, да? Вопросы у нас, если нужна подсказка, пишите подсказка. Посмотрим подсказку. Если нужен ответ на вопрос, вы пройдете по ссылке. Вот. Даша написала «Здравствуйте», и не написала, что подсказка нужна. Написала бы Даша «подсказка». Я бы дала подсказку. Если вам нужна подсказка, я вот на этой колоде даю подсказку. Вы можете просто подумать. Подсказка на любовную тему, на финансовую. Ну, тут, конечно, на финансовую так прям не ответит. Ну, на следующую неделю подсказка, что все было хорошо. На работу, может. Вы просто переложите на свою ситуацию. Вот. Так что, кто будет смотреть записи, у нас есть общие раскладики, всегда послания из будущего. И что делать и что не делать, чтобы следующая неделя была хорошая. Вот такие у нас общие расклады. Если какие-то расклады вас интересуют на какие-то общие темы, вы можете под видео написать в комментариях. А кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы эфирчики не пропустить. Когда эфир начнется, к вам оповещение придет. Эфир начался, бегом на эфир. Вы придете и спросите подсказку на какую-то ситуацию или просто подсказку на следующую неделю. Вот. Может быть, она вам поможет. Если вам нужна она, то приходите. Вот. Ну, когда больше подсказки не нужны, и общие раскладики все выложены, я буду заканчивать эфир тогда. Встретимся с вами в следующую субботу, 21:30. Но лучше нажмите на колокольчик, потому что может немножко сдвинуться, что-то произойти. Вот эти непредвиденные обстоятельства, которые невозможно предугадать, могут быть, потому что я иногда перед эфиром меня вырубает просто, я засыпаю. Бывает, прям просыпаюсь или впритык, или бывает, приезжаю очень поздно, уже часов 12, не знаю. Ну, разные обстоятельства бывают просто. Вот, желаю всем хорошей недели. Всех обнимаю крепко-крепко, всех целую. Пусть у вас все будет хорошо, пусть у вас все получится. Всем хороших вам выходных, отдохните хорошенько. Все, пока. Спасибо, что пришли.